Раиса Будковская присылала мне на разбор пейзаж. Пишет после разбора, что разбегались глаза, 30/40 писала, а захлестнувшие эмоции совсем отключили голову из-за красоты ежеминутно меняющегося освещения. Как с этим справляться, не знаю. Спасибо большое за разбор. Во-первых, Раиса, брать не 30/40, а меньше, вот 15/20 или 13/18 достаточно, чтобы ухватить вот это меняющееся состояние там за 10-15 минут. Даже таких небольших форматов можно писать несколько, потому что состояние же меняется. То есть вы раз 15 ухватили, там растучи какие-то, опа, другой 15, 15/20, да, быстро сделали. Вы успеваете тогда ухватить вот эту сиюминутность. А так получается 30/40 это уже все-таки прилично, нужно больше краски, больше времени. И не успевая, вы гонитесь за состоянием, оно ускользает, вы опять, оно опять в другую сторону. И так бесконечно можно гнаться. Рецепта одного нет. Кто-то гонится, кто-то не гонится. Мане именно поэтому ставил несколько холстов, изменилось состояние, он брал другой и писал его. Опять изменилось, он менял их. Более того, по времени суток, в 12, в 3 часа дня, в 5 часов, разная же вообще, разная цветовая температура, цвет другой. Он ставил холсты один за другим, которые там вчера, позавчера писал именно в это время, если состояние не очень там менялось, не очень такое динамичное. Это раз. Второе, когда я пишу, если цели нет, прям вот написать и быстрее в раму, в галерею продать. А если есть цель наслаждения, то ты гонишься за этим состоянием. Ты получаешь кайф от самого процесса, что опа, меняется, ты опять за ним, и что-то у тебя просто в этюде все время меняется. Ну и что, пусть меняется. В какой-то момент ты остановишься, потому что твой пейзаж, который написан, он тебе нравится. Нужно же останавливаться только тогда, когда сильно нравится. Когда ты решил задачу, какое-то открытие новое случилось. И ты написал так, как еще не писал до этого. Вот такая идея. И потом можно еще такие задачи решать таким образом, что вы делаете вообще 10/15 на состояние, на решение взаимосвязи между планами, которые сложно меняются. 10/15. Мастихином один раз план, второй. Почему мастихином? Потому что чистый цвет. Кисточка грязная, она все равно не дает чистый цвет. А так вы замес сделали, бах, по среднему тону смотрите, раз план, второй, третий, четвертый. Вообще можно за минуту делать, правда, это не шутка. То есть вы сделали на состояние такие работы, несколько, а уже дома в мастерской у вас есть не фотография, а вот эти состояния разобраны. А фотографии используются как для того, чтобы детали взять оттуда. И все, тогда получится уже работа в мастерской, хоть, я не знаю, метровая, но вы будете плавать в этом, в смысле жить легко, видеть все эти тончайшие состояния этих ступенчатых меняющихся планов, если там горы или что-то такое, как у вас горы. Напомню, друзья, что нужно ставить там кнопочки, нажимать, чтобы канал развивался. Нравится, не нравится, придется нажимать. И вопросы задавайте, пожалуйста. Вы спрашивали, чья чудесная музыка у меня звучит, часто. Во всем, что я выпускаю, я использую музыку Никита Братусь. Такой замечательный композитор, прекрасный джазист, он сейчас живет в Германии. И вчера прислал мне новую музыку, которую он сочинил для нашего канала. Я буду ее использовать, и кусочек в конце ролика я вам ее продемонстрирую. Вы можете познакомиться с его произведениями, ссылку в описании я оставлю. Никита Братусь. Олег Сизаненко, Слава, как вытащить из депрессии коллегу. Вернулась художница с вернисажа, где успешно выставилась. Выставком ни одной работы не откинул, куча восторженных отзывов. И вдруг решила больше не рисовать. Так решила же, вы-то здесь при чем? Она же решила. Вы знаете, Олег, бывает так, что человеку нужно переключиться на что-то другое, чтобы почувствовать вообще, где он.
куда он идет. Может быть, ей это действительно не нужно. Ее что-то заводит другой. Душа-то, ее-то не обманешь. Ну, куда-то, не знаю, пирожки, например, человек хочет петь. Всю жизнь мечтал, а его заставляют рисовать. Не надо никого вытаскивать. Дать самая лучшая помощь человеку – это оставить его в покое. Мы, взрослые люди, знаем, что нам нужно. Подсказок. Она же не просит наверняка вашей помощи. Вытащи меня, Олег, из депрессии. Вытащи. Если просит, конечно, возьмите ее под ручку и сходите с ней в музей. Покажите ей работы мастеров. Полистайте книги, альбомы. В интернете что-нибудь там. Это нормально. У каждого художника вот эти пики такие, спады, подъемы. Это нормальное состояние. Давайте ей вместе прочтем цитату из Моне. Сейчас я найду. 21 июля 1890 года. Это очень зрелый уже человек. Я в самом мрачном настроении, он другу своему пишет. Живопись мне опостылила. Моне. Клод. Право, она приносит только муки. Не ждите от меня новых работ. Все, что я сделал, уничтожено, соскоблено, продырявлено. Вы представляете, какая депрессия? Ну вот она про погоду пишет, может дойти до помешательства. Особенно, когда пытаешься передать определенный час и его атмосферу. До помешательства. Представляете, какая депрессия. А тут еще, ну тут про ревматизм. Приезжайте ко мне очень плохо. Ну, с каждым художником происходят такие печали. Просто посидите рядом. Ну, поддержите добрым словом и покажите, что есть примеры. Это у каждого такое происходит. Просто у каждого. Какие-то моменты, когда человеку плохо. Тем более творческому. Музыка не пишется, стихи не пишутся, литературные, я не знаю, шедевры не шедеврится. Очень помогает активность такая, физическая. Ну что человек любит? Может быть, спортивные какие-то. Я иду сразу в зал. Физическая нагрузка очень сильная. Баня потом. Нужно кровушку разогнать, она сделает свое дело, и сразу будет живость, и захочется творить добро. Депрессия. Это же депрессия. Слишком большой пресс. Тебя сжало сильно, пружину твою. Ну так чем сильнее сожмет пружину, тем она же потом сильнее разожмется и выстрелит тебя, как полетишь как Мюнхгаузен на Луну с такой скоростью. Друзья, я набираю группу на мастер-класс в Армении с 4 по 10 апреля. Будем заниматься живописью в красивейших местах. Будут экскурсии в музей Параджанова, к Мартиросу Сарьяну. Ну и главное, живопись. Весной, в период цветения, это большая удача. Приглашаю вас. Информация о классе выложена на моем сайте.
2 года назад я прогулялся с камерой в Русском музее. И посмотрите этот 34-минутный ролик, где Врубель, Серов, Коровин, Архипов, Куинджи, Семирадский, все там очень полно представлено.